по ощущениям вроде что-то вот Тебе звучит. как? Прикольно. Блядь, Масянь нормально едет. Ну, Масяня, дай вот, блин. Итак, третий, братан. Третий год подряд я здесь, на автодроме. Моя третья зима в Дубае, в принципе. Мы на треке. С нами здесь F40 стоит. А ну, встань тоже рядом. Чисто для мамы тоже встань. Вот он. Бодыль прилетел в Дубае. Ну Я как? F16, братан. Ты US 13, братан. Бой. Реально. F13. US 13 бой. Ну что, аккредитованная СМИ здесь. Илюха сегодня получил свою первую аккредитацию, медиа-аккредитацию. Там Феррари с прошлого сезона, 25-й год. Порядок полный, брат. Полный, брат. Полный. Тут все по классике. Все раскидывают свои манатки, потихоньку готовятся. Все, короче, в лучших традициях. Единственное, что в этом году теперь генеральный спонсор Мишлен. Не Хэнкук. Вот этого я, кстати, еще не видел. Астон Мартин Вантаж GT3. Еще вернемся к нему, брат. Вернемся. Еще вернемся. Но самое главное, что здесь впервые в этом году, это наша спортивная машина. Росса. Русинов, создатель этой машины. Если честно, это отдельная прям история про него. Он был и причастен к созданию спортивной машины Маруся. Это первая вообще наша спортивная русская машина. И вот Росса. Пока что только часть ее. К ней мы тоже еще вернемся. Сейчас суета чуть спадет и спокойно там погуляем, походим. Брат, ну твои эмоции вообще первый раз на гоночном треке и еще и вот в такой сразу атмосфере. Да, но увидеть, как они катают, это все неинтересно. Не, когда катают, это да. Когда тут будет гул. Вот, кстати, рестайлинг GT3 на новой оптике уже. Белая Хорошая. поприкольнее. Белая поприкольнее. А та вообще без ливреи, чисто карбон. Белая, да, хорошая. Но это ж внутри карбон. А? Это ж внутри Да, карбон. да, это все пленкой заклеено просто и все. Хорошо смотрится, свежо прям, свежо. А ну встань тоже для мамы, сфоткай. Да. Чуть-чуть ли. Все, пойдем. Пипец ты вырос, конечно. Только что малой был. Он ходит по треку, фоткается с тачками. Потрогай. Чувствуешь? Чувствуешь? Да, асфальт. Не просто асфальт, а гоночный асфальт. Мы вот так чуть в наглую залетели на трек. Да, сейчас Прикинь? поедем на время. Да, побежим. Давай, пошел. Давай, круг, пошел. Вот малолетка, блин. Короче, да, это после каждого тренировочного дня вот так все команды выходят и гуляют по треку, там смотрят, где какой поворот, какой-то анализ проводят, мол, как будто они не знают, где тут какой поворот. Я в прошлый раз я вообще ни разу по треку не ходил. А, брат, сними тоже, как я по треку иду. Снимешь? Снимаешь? Это вот старт-финишная прямая, длинная. Тут прям 200 плюс они делают, понял? Видно уклон? Ну да. Не сильный он, но такой в повороте чисто видно. А всего они едут круг почти 5,5 километров. Это, братан, как от нашего дома до гаража и обратно. Пипец. 2 раза через Северную так пройти. Кошмар. Кстати, везде надписи 20. Автодром 20, я так понял, 20 лет уже этому треку, офигеть. Он еще и взрослый относительно. Относительно нас и относительно вот этого 13 US Boys.
Реально нога как у меня, офигеете? 16 лет. Самая приятная атмосфера на треке. В любое время, даже когда тут никто не ездит, тут все равно очень приятно. Иди, иди. Какой хороший день. Какой хороший день. Братан, вставай. Автоспорт ждет уже, брат. Там уже вовсю катают. Ты еще лепишь. Доброе утро. Зимний Дубай. Пипец, у нас и тут, короче, стройки начались. Я смотрел прошлые эпизоды из Дубая, где мы жили еще в другой квартире. У нас там прям под окнами стройка была. Теперь тут тоже. Ну, не прям под окнами, слава богу, но там вдалеке теперь слышен шум. Братан, ты сегодня ошалеешь с этого звука, с этой атмосферы. Это не то, что мы с тобой вот это на Xbox друг с другом Форзу гоняем. Там все по-настоящему. Давай, вставай. Вот малолетка. Спустя год все такой же. Катанный, красивый, крутой. А? Про меня? Катанный, красивый? Ну, не катанный, конечно. Ну, слов нет, пацаны, что уж говорить. Я уже, если честно, к нему привык и воспринимаю его не как что-то космическое, а как что-то такое по-своему простое и в то же время очень крутое. Не знаю, как будто вот он приедет в гараж на Северный, понял? Я за тобой вернусь. Не бой, говорю. Кайфую, понял? Кайфую. Нам сейчас подъедет машина, которой не было в том году. Это Aston Martin Vantage. У него дымятся тормоза. Но у него почему-то другая морда. Не такая, как у гражданского вантажа. Такая чуть-чуть какая-то страшная. Оп. Жопа прикольная. Такая же, как у гражданской машины. А вот с мордой какие-то вопросы. Илюш, сейчас сюда машина приедет, аккуратно. Если стоит вот так чувак с флагом, то значит сейчас сюда приедет машина. Старайся не мешать, понял? Вот они, видишь, таскают. Самое главное в нашем здесь деле — это никому не мешать. Поэтому лучше отходи. Вот еще Купра. Их не было в том году, это младший класс. Сейчас про классы еще расскажу. Блин, но рест оптика на М4 GT3 вообще... Очень много 992, это здесь отдельный класс. 992 капы, которые... 992 это отдельный класс. Ну, не знаю, вот так сделали, может, потому что их много, и вот они сами по себе. Хотя, по факту, они, наверное, попадают под класс GT4, потому что это же, по факту, стоковая машина. Такая, ну, я имею в виду, как гражданская, она максимально приближена к гражданской. Типа там мотор тот же, ну,
визуал, все такое же. Так же, как вот Cayman GT4. Самый старший класс здесь это GT3. То есть это вот такие машины типа AMG GT, GT3, McLaren GT3. Класс с Купрой это класс TCE. Это самый младший класс. Aston Martin тоже в GT3. Кайманы тоже в младшем классе в TCE. Не знаю, почему они не в GT4, но они, видимо, чуть попроще. Ferrari GT3. Так, ну а где наша героиня вообще? Вот же она, красотка. Даже не знаю, на что обратить внимание. Машина реально целиком из карбона. Прям все из карбона. Все, что можно, сделано из карбона. Двери открываются вверх. У нее скидывается жопа, что удобно. Ну и в целом, я думаю, она прям готова ко всем этим моментам, чтобы быстро ее чинить. Оп. Насколько я знаю, мотор здесь V10. То ли от R8, то ли от Huracan, но по факту это один и тот же мотор. Все каналы, чтобы эти пневмоцилиндры, которые выезжают, все выведено, все удобно. Центр гайка, сухой картер. Короче, все направляющие, все вообще элементы, все из карбона. Даже вон патрубки на вкус. Даже как будто бы шасси из карбона. Это же подрамник, правильно я понимаю? Ну, короче, тачка выглядит супер технологично, и даже здесь все из карбона. Офигеть. Это реально круто. Мозг Мотек, гоночная тема, камеры стоят. Один ковшик, съемный руль. Все выглядит реально очень удобно и достаточно даже просторно. Понятно, что она похожа там и на Италию, Феррари, ну как бы все машины по чуть-чуть друг на друга похожи. Она как будто бы версия Феррари из GTA 5. Вот что-то как будто такое есть. Но все равно она тут такая одна. И, ну короче, блин, не знаю, мне нравится вообще вот вся эта идеология создать спортивную машину там, где никогда, в стране, в которой никогда ее не было, это почем. Насколько я понимаю, что это не какой-то там завод, то есть это просто пацаны, которые шарят за это и чуть ли не на коленях это собирают. Понятно, что это все дорого, по-любому здесь дофига спонсоров, дофига людей, которые помогают, которые верят в этот проект и дают деньги. Ну, короче, об этом я могу бесконечно догадываться. Надеюсь, эта гонка пройдет для ребят хорошо, и если они даже финишируют, я уже за них буду рад. Пилоты, кстати, у Россы, помимо Русинова, создателя вообще этой машины, этого бренда под британским флагом, это сын Эдриан Ньюи. Кто следят за формулой, по-любому его знают. Он проектировщик гоночных машин. То есть вот чемпионская машина Red Bull, на которой сейчас ездит Ферстаппен, это он ее спроектировал, он ее создал. То есть он именно очень крутой инженер, который вот с юных лет увлекается картингом, но именно не как пилот, а как конструктор-инженер. И вот его сын едет на Россе на этом этапе. Это прикольно. Потом сам Русинов и Никита Мазепин. Это относительно недавно еще ездил за команду ХАС. Его папа спонсировал команду ХАС. Это гоночная команда ХАС. Мало ли вдруг кто не знает, поэтому я так чуть по-тупому объясню. То есть это настоящий пилот Формулы-1. В Формуле-1 он не ездит и, насколько я знаю, больше и не поедет. Прикольно, что именно он, один из топовых пилотов, поедет на Россе вот в эту гонку. Ну и самое главное не рассказал. Росса едет в классе, который называется GTX. То есть это не самый топовый класс, как GT3. Вот, например, 911 GT3R 992. Это не кап. У нас получается, что GT3 это самый жир. Потом идет вот этот GTX. Потом GT4. Потом, наверное, 992 кап, где чисто 911 капы. И потом TSE, где вот эти Сиаты и где Cayman. Может быть, они специально что-то там сделали проще, чтобы ехать в более легком классе, короче, не знаю. Но в любом случае, это, я так понимаю, дебют для Россы. И, как я уже сказал, мне кажется, самое главное это финишировать реально в этой гонке.
Приехала на трек. Вот она, красотка. Короче, квалификации, на квалификации каждый пилот должен проехать, показать свое время. И среди всех пилотов команды высчитывается среднее время. И вот это время идет в зачет команды. Вот такая тема. По-моему, прикольно. То есть не все зависит от одного пилота, а все зависит от всей команды. Знаю, что здесь еще, сейчас покажу, наша команда SMP Racing. Там едет еще один бывший пилот Формулы-1. То есть, получается, на этой гонке 2 пилота Формулы-1. Пацаны тренируют смену мест. По регламенту один пилот должен ехать не больше 4 часов. Ну, то есть в зависимости от тактики они меняются. Там кто-то, может, проезжает час, кто-то 2. Понял? Реально это прям по регламенту? Ну, вроде бы да. Но никто не едет 4 часа, на самом деле. Они чаще меняются. Туда и... Вот SMP Racing. Сироткин, Петров, Смоляр. В том году они тоже ездили, но, по-моему, они были в классе 992. Футбольный клуб Сочи. Прикольно. Необычно это в Дубае видеть. Вот то, что в прошлом эпизоде из Дубая я показывал М6 GT3. Вот эта машина по факту продолжение. То есть вместо М6 появился вот новый кузов, и из нового кузова сделали версию GT3. Блин, оптика красиво смотрится, конечно. Вообще жирочек. Ну и уже традиционно British Racing Green красивейший. Зеленый Bentley тоже здесь. Праворульный. Все по фэншую, все по школе. Низко расположенный мотор. Вот он в самом жирном классе здесь. В GT3 получается. Вот он тоже в самом жирном классе, пацан. Чисто немного проспект Илюши. Называется «Наследие». Моя прошлая камера Альфа 7C. Наш старый стабилизатор. Кто помнит, мы с Никитосом на него донатили. Очень-очень давно это уже были. Вы донатили. Ну, нам донатили, да. Мы стримили. Собирали на наше первое оборудование. И этот Ронин, его зовут Ваня. Потому что человек, Ваня Козлов, кстати, больше всего задонатил нам. И мы в честь него назвали этот стаб. Объектив кит и выносной монитор для удобства. Такой с наклеечкой Spider-Man. Лилипут. Все как это. Все по возрасту. Короче, учится, снимает пацан. Красавчик. Ты вообще понимаешь, где ты? Нет, а где? Ты в Дубае, братан, на гоночном треке. Но в 16 лет я тоже, мне было по барабану, наверное. Это сейчас я кайфую. Не, какие? Ну ты такой неэмоциональный кайфарик. Шим-фото, ё-моё, забыл, блин, ты ж здесь, здорово. Здорово. Как ты? Давно не видели. Да, чувствуешь день сурка, день сурка? Парад это первый у меня. А? Парад у меня первый. Парад первый. Ну а вообще есть ощущение автодрома, я что уже на заряжен. на то, что это уже у нас было, и как будто это сон. Оно обновляется.
год проходит, и все успеваешь забыть, и хочется опять Ну вот это согласен, вписаться. согласен. Прикольно, что у нее есть какие-то сходства с Марусей, которая уже не производится и которая вообще уже не существует. И что-то здесь от нее есть. Какие-то элементы кузова, вообще какие-то силуэты очень похожи. Это прикольно. It's friendly to paddock areas as well. You see, their neighbours, their rivals. Встань, сфоткаю, встань. Radical World Final said Lipkashev is racing. So is there going to be a bit of a rivalry again between you two? Чисто для мамы, что вот он, все с ним хорошо, он на гонках. Он сегодня на гонках. И Шим на гонках тоже. К нам тут в гости приехали ребята. Блин, я так обожаю, когда кто-то приезжает в Дубай к нам в гости. Так не хватает. Вот, ну, понятно, у меня тут есть друзья, но все равно, вот когда именно гости приезжают, это прям что-то особенное. Зимой тут такой кайф, что-то волшебное, прям сверчки. Прохладно. Ну как, прохладно. Не зима, короче, не холод. Вот так. То, что надо. Вот смотрите, Довика пятерик. Он уже на дубайских номерах. О, в смысле, на классических. На дубайских-то он и был. И он себе заказал номера 5251, типа 525i. Ну, не знаю, по-моему, она на этих колесах уже и была. Когда я ее снимал... А, нет, она была на апексах. А сейчас она на таких классических. Не помню, что он еще поменял с момента, как я ее показывал крайний раз. Поворотник оранжевый стал, темная оптика. Блин, номера прям ей идут. Хорошая она, пипец хорошая. Такую бы М5 очень хотелось бы себе. Ну и те, кто не смотрел старые эпизоды, это 525-я, автоматная, на перешитом салоне светлом, очень прикольном. Пипец вас там банк. Подожди, а как вы поместились? Братан, там же сзади мест нет вообще. Там же ты на полу сидишь. Жесть. Ну паркуйтесь, что вываливать. Всем здорово. Че вы как по пустыне покатались? Ты сейчас не знаешь, что... Че, застряли? Здорово. Мы делали подсъемы. Здорово. Привет. Здорово. Так, Короче, мы делали здорово. подсъемы. Привет. Очень удобно, да? Очень. Здравствуйте. Здорово. Мы делали подсъемы с гелика. Так, Как думаешь, сколько они нам обошли? вас поймали Ну, менты? Или просто смс-ка пришла? короче, СМС. Сколько? 2800 дирхам. 2800 дирхам, это Короче, где-то 84 тысячи. 84 тысячи. А, ну за что? Короче, я на патруле съезжаю на песок, Ага, там же двухполоска, ну, в одну сторону Да. и в другую. да. Они выезжают на встречку. Там никого За нет. это типа? Да, причем прерывистая. Ну да. Вот. И мы, короче, я залетаю потом уже вот с песка на асфальт и смотрим, там стоит этот новый патруль. Ну ты понял, как теперь тут все устроено? Что ты 84 даже тысячи. не пойдешь, не будешь Это будет качать. 20 секунд у нас в видосе, понимаешь? Это самые дорогие кадры, Ну которые блин, мы А делали. еще не 4 повезло. Еще 4 точки он получил водила. Ну, на тачку. Ну да, я понял. Тебе похер на эти точки, ты турист. Не, мне-то да. Все. Но все равно Ладно, как-то пойдемте. неприятно. Блин, у нас... Мы все в песке, как бы. Ну ничего страшного. Мы тут живем в песке, брат. Не, ну в смысле, квартира сейчас офигеет. Тебе надо было снимать то, что было у нас на вилле. Когда песок, песчаный человек, вот это вот все. А, вот этот Когда песчаный мы человек? вот эту бутылочку крутили, вот эту Не-не. мафию, шпионы. Такое лучше не снимать. Ну, там, да, такое было. Видишь, я всех детей привез с собой. Да. Всех. Это вот младшенький. Так, это старшенький. А, средненький? Подожди, а ты? Вот это Нет, младший. самый младшенький. Да. Это старшенький. Ты имеешь в виду по опыту работы или по По паспорту? По паспорту. По опыту-то они все молодцы. Алина, наша хата столько людей никогда не видела. Извиняемся. Все, короче, Залетает. мы Беспокойство. теперь превратили твой эпизод в семейные влоги, да? Ну да. Здорово. Ну, куда-то садитесь, пока есть места. Сань, занимай. Привет. Это прям вписка такая. В натуре на вписку. Так, что вам нужен? Только интернет или компьютер тоже нужен? Не, только нет. Жесть. Много людей. Короче, на вилле 100 мегабит превратились во сколько? 400 килобайт. Килобит. Ну, не знаю почему. Я- У нас, ну, я специально сделал самый жирный интернет, чтобы стримить на всякий случай. Там Сколько что-то. стоит интернет? По-моему, 5 в месяц.
Это очень дорого. Это на 3 15. Да. Ты хоккеист? Да. Ну, все знают. Нас закинули. Ну, я, конечно, я же не заебался. А что? ты что? Хочешь клюшку покажу? А вот она, брат. Никуда идти не надо. Вот, А актуально. как я мог это пропустить? А как ты понял, что я хоккеист? Форму увидел. Там Пойдет огромная и- сумка стоит в спальне. А, да, точно. Я раньше занимался, вот сколько сейчас стоит клюшка? Ну, вот, например. Брат, по-разному, понял? Ну, есть топчик, типа карбоновый, есть попроще. Илюха тоже хоккеист. Да? Да, так Я что еще аккуратно думал, с Я ним. еще думал, вам бы хоккеем заниматься. Так почему? Мы еще скейтбордисты, вот видишь? Не, ну я BMXер вообще. Я тоже. Флэт или стрит? Стрит. Хорош. Флэт это вообще хоккейская тема. Согласен. Саня Алексеевич, тебе привет. Саня Алексеевич флэт катал. Ну что, все, день старта. Этот день настал. Класс GTX, там где Росса. И я думал, она выиграла. Ну, типа, заняла поле позишн. Типа, первое место в своем классе. Но выиграла эта Ламба, походу. А Россы я почему-то не вижу. Может быть, она и выиграла, но не едет на старт. На эту рест-оптику, пацаны, посмотрите. Еще и желтая. Как она палится. Хорошая. Нашинская. Может, тут, конечно, тема, что у них что-то сломалось, и они починились, и как в Формуле 1 стартуют с боксов, с питлейна, но посмотрим. Смотрите, кого я привел на старт. Вот же они, питерские пацаны. Привет. Здорово. Я похож на этого чисто русского туриста? Да, реально. Виталику спасибо, что показывает нам Дубай во всей красе. Да ладно. Организовал вот такую штуку. Ну, Теперь раз- сколько участников всего? О, блин, я думал около 60 машин. 60. Да, дофига. И тут же разные классы. Типа GT3, GT4, они все типа... Ну, они борются в классе, Ну я понял. но да. при этом летят толпой. И вот это прикольно. Ну, гонку Лиман ты же знаешь? 24 часа. Вот это тот же регламент, только не Лиман, понял? И называется 24 часа Сириус. Ладно, мы с тобой когда в Форзу зарубимся, прям Я страшно. готов. Но я только на джойстике катаю. Я тоже. А, да? Да. Ну все. Лев Харазин такой себе. Ну да. Мы третий день в Дубае. Я на гоночном треке среди вот таких машин. Да блин, ты должен был сходу сюда залететь. А ты за пивом поехал, блин. Это мой стиль. Я честно далек от автоспорта. Вот Виталик, конечно, сказал. Приветствую. Тоже Виталик. Оказывается, Виталик Петров у нас гоняет. Вчера Баквала выиграли. Чаще приезжает. Я первый раз в Дубае. В России. У нас таких машин. Вот в этом 2 часа. Пойдем дальше. Я первый раз тебя вижу вживую. Я вообще из Питера, но почему-то встретились в Дубае. Спасибо большое за контент, ты очень крутой, очень душевный человек. Я тебя смотрю с 12 года. Спасибо. Очень приятно. Саня красавчик, супер добряк. Блин, здесь, по-моему, какой-то индусский популярный чувак. Видишь, одни индусы. Это я, Саня, приехал. Да, спасибо всем большое. Спасибо, ребят, спасибо. Я не думал, что так много. Такой в Форзе нету еще, правильно? Это рестовая тема? Это уже рестовая, да. Ё-моё, что происходит? Что это такое? Жесть. Ну что, мы по классике бежим снимать старт. Обычно. Сегодня побежим в первый поворот. Ну смотри, она готовится как будто. Да, Росса походу стартует с питлейна. Думаю, они что-то чинили и сейчас должны успеть на вот этот Formation Lab приехать. Ну они тогда в любом кайфе в конце будут.
Ну, увидим. Потому что вот это тоже из их класса, ее тоже там нет. Да, там в их да. классе только одна ламба стоит. Да, и да, всё. да. Так и что, подожди, в классе 3 машины? 4. Реально? Да, я же тебе Пипец. говорил, там должно было быть 4. Вот этот еще ж Камара у них. А, да, он тоже В не их поехал? классе, да. А по итогу одна стоит. Камара я что-то тоже... Да, реально, только ламба Давай стояла. тут, может, выйдем. Да, пойдем. Что там видно, брат? Пока тишина. Затишье перед бурей, да, братья? Гром начнет греметь, пыль Да. поднимется. Главное, чтобы в лицо ничего не прилетело. Да ладно, брат, ради контента можно. Все ради кадра. Да? Если что, это не старт. О, Нашинская, поехали. В конце стартуем. Я и братан. говорил, она сейчас, может быть, станет на свое место. Так Хотя они не, уже с ж- поворота они с уже поворота ходом, нажмут. да. Значит, да, с конца поедем. Все увидим. Ебой. Понеслась. I deserve more than what you're giving. This is my life that you're living in. When you step into my house, say you're willing. And then the same shit begins. I know I'm young, I'm forgiving. But I'm not done, got my own shit I'm dealing. Think you're smoking too much, yeah, you tried to this far. But you think that you can love me forever. You ain't sitting in friends, you know I'm the best. That's why I'm living myself and die. Baby, what you changed, and now it's your last. So don't come asking why. If you ain't the one, I don't want it. Think you got it all, think you got it. But I'm already done, running further from it. If you ain't the one, if you ain't the one, I don't want it. Think you got it all, think you got it. But I'm already done, running further from it. So please don't come asking why. Так, тут прямо около нас произошла серьезная авария. Что-то тут и скорая приехала. Ой-ой-ой-ой-ой. Жестко. Жесткач, жесткач. Не видишь, если какая-то жидкость выливается с машины после аварии, они специальным песком засыпают, чтобы он именно впитался. Окей, окей. Специальным песком засыпают, чтобы влага впитывалась и не оставалось скользких следов на асфальте, потому что, ну, опасно, можно подскользнуться. Понял? Так, ну пилота достали, все нормально. Окей, окей. Брат, они там что-то орут no pictures. Это что значит? Говорят, не снимать. Блин, очень жестко он ударился. Реально жестко. Он отскочил от машины и прям в стену на полных ходах дал. Жесть. Это гонки. Такое бывает. Блин, там бы Радик достать, сейчас его зажует там. Вообще, по идее, если стойка не ушла, у паршаков, насколько я знаю, передние стаканы, они съемные, и там, если что, я думаю, можно поменять, и вся остальная часть, мотор, все целое, поэтому не так уж и страшно. Но главное, что на самом деле пилот жив, и до него вообще не достал удар, и машина реально отработала.
происходит. Машина, если честно, сильно дымит. Я не знаю, он заглохло, машину загоняют в бокс. Будут, походу, что-то чинить. Блин, жалко, жалко. Что там, не слышно, что стало? Просто он не доехал. Да, он заглох, я видел. Не заводится. Неужели все? Попробовал, он что-то на руле прокрутил и говорит, не, нифига. Что-то они там масло долили сейчас. Ну, а, конечно, она дымила пипец. Но Рома ругается люто. Да? Да. Делаешь, Позиция вообще не важна. Главное, да, да. Ну, видишь, походу найти еще моментики, поработать надо. Да, найти моментики и пофиксить в следующий раз. Да. Но мне кажется, даже если она вот там сейчас заведется, все равно до конца ехать. Даже Надо, если по-любому надо. По-любому надо ехать. нагрузку давать ей. Да, 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 да. Смотрите, это самая красивая закатная часть, закатная точка на треке. Здесь все. Но все, конечно, на серьезных объективах. Мы до такого еще не доросли. Очень круто, очень прикольно. Здесь вообще это телевизионная трансляция идет. Ну и само место, посмотрите, сейчас солнце откроется из-под дома, и там будет очень красиво. Прекраснее, наверное, могут быть только серпантины и горы. Это же очень красиво. Не знаю, передает моя камера длину этой прямой и этот закат. Ну что, солнце садится, для пацанов начинается самая такая, ну не самая сложная часть, но уже будет чуть сложнее ехать. Температура будет падать, асфальт холоднеть, силы будут уходить. Наверное, самая тяжелая часть это утро. Ночь еще такое, но ночью тоже очень круто и красиво. В этой гонке, когда авария, все гонщики едут с одной скоростью и сохраняют ту дистанцию, которая была во время гонки. В Формуле 1 это желтые флаги, машина безопасности, а здесь это код 60 и такие фиолетово-розовые флаги. И в этот раз, в этом году невероятно много этих ситуаций. Вот так они ползут и ждут, когда уберут машину, которая разбилась. Сохраняя дистанцию и все с одинаковой скоростью. Вот он.
снайпер. Кто-то загорелся, кто-то вон заглох. Очень сложная гонка на самом деле для всех. И для механиков, и для машин, и для пилотов, для всего вообще. Хорошо. Впритык прям. Короче, мы узнали, что за индийские и пакистанские фанаты. Вот тот чувак седой, у него какая-то своя гоночная команда, и он какой-то популярный актер. Ты знаешь его? Я тоже. И вот так каждый раз, когда он проезжает мимо трибуны. Саня Алексеевич тоже здесь, кстати, на сяте. It's definitely going well. We've had a good week sorting setup out and working through. Короче, что у нас? У нас стемнело. Пойдем посмотрим, что с Россой. Ага. Машина без мотора. Что-то значит. Все-таки, походу, он бахнул. Блин, жесть, просто всю разобрали. Чё? Чё там? Они просто собирают мотор на улице? А, подожди! Еще одна Росса? Нифига! Нифига! Неплохо. Как из двух собрать одну? Че, реально поедут? А это что, коробка, да? Да. Какая-то у нее, она странная, Да. нет? Маленькая. Блин, вот это круто. Ну а что, поедет? Я думаю, да, раз они уже Реально? на таком уровне. А почему не на тот кузов? На этот кузов? Да, почему на новый кузов? Нет, они с нового кузова снимают А, мотор. на этом был мотор. Да. На запасном кузове. Все, нифига себе. В этом как раз таки и суть гонки на выносливость. Потому что тут проверяется выносливость не только пилотов, но и машины, и всей команды. Вот они могли сдаться и типа, да, и все, и хер с ней, с этим мотором. Но я, конечно, не знаю, успеют они, поедет машина в итоге, но они хотя бы пытаются. И это круто, они не теряют время. Хотя уже вечер, прошло уже со старта, по-моему, 7 часов гонки. Интересно, ждем продолжения. Мы тут вырвались с ребятами чуть-чуть подснять бэкстейджа. Саня Булкин взял у Илюхи Пурасан, Буе. И я их привел вот в такую красивую локацию в горы. Ну как тебе? Кайф, брат. Хорошая, да, После локация? гонок очень тихо. Да, согласен. Как она в кадре смотрится, брат. Жирная. Да, не знаю, что она вам не нравится. Мне нравится. Да не, почему не нравится? Просто чуть спорная. Спорная? Давай 4 поспорим. двери, Феррари. Ну, чё плохого? Ну, как-то не то, как будто. Не Почему? гоночная. Не, ну это же огромная, это же типа джип. Она не гоночная. Джип и В целом. Феррари. Ну, братан, маркетинг. Ну чё, Сань, локация пойдет? Вообще в шоке. Что-то. Я тоже. Ты здесь не был, да? Тут ни разу? именно нет. Причем смотри, вот в ту сторону, да, классно, и в Да. ту тоже офигенно. Да. Приятного. Спасибо, я уже подавилась. Чё кушаешь? Салатик. Как тебе Мне местность? очень нравится, Миш, видишь, плачу. Ты, короче, мы приехали в Дубай, посмотрели Ну, в и шоке Грузию, и Чили, Перу, мне кажется, тоже примерно такая же ситуация. Техас. Америка, Я да. в шоке вообще. Мы едем, мы еще представляем твою реакцию. Так я вообще, Ты там- Ну вот что, не кайф, что горы лысые? Вот в Сочи, например, они ж прям... Это карта из пабга. Ну да, точно, Мирамар. Точно. Она еще так выделяется на фоне этих... Да, контрастно. Ну, я сказала на девяточку. Просто в черном цвете я видела в Питере, она на китайца похожа. Вот если в красном у тебя вот цвете... тут все, вот тут просто, В масле? ну, не знаю, слюни, масло, Мася. текло. Ну, брат, давай потестим. Выровняй ее ровно, пристегнись. Теперь включи самый спортивный режим и выключи стабу. А теперь там есть буковка L. Оп, и она присела, понял?
Она прям садится и превращается реально в гоночную какую-то низкую тачку. Да. Ты же знаешь, что такая тема у Форда GT есть? Что она присаживается и... Но он уже старый. И у Project One этот Mercedes, который с формульным мотором, тоже она присаживается. И типа это гоночный режим. Получается, все, 2 педали и поехал. Да, да. You said too late to start, got your heart in a headlock. I don't believe it. You said too late to start with your heart in a headlock. You know you're better than this. You're better than this. You're better than this. You're better, you're better, you're better than this. You're better than this. You're better than this. You're better, you're better, you're Сколько еще раз? 100-200 она поехала? 8,6. Ну как будто 7 хотя бы хотелось бы. Вот она тогда Ну да, была бы блин. ну, вот правильно. Ты же вот Урус покупаешь, ты можешь хотя бы там стоишь второй накинуть и все. А здесь ты ничего не сделаешь. Вот она Ну такая. да, сильно не прибавится. Ты же катался уже, да, получается? Ну, с Илюхой, да, мы покатались чуть-чуть, как забрали ее. Нифига себе, блин. Нормально по ощущениям. По ощущениям вроде что-то вот... Тебе как? Прикольно. Класс, вообще, еще горы такие. Блядь, Масяня нормально едет. Ну, Масяня, дай вот, блин. Масяня, ты забыл, где ты, что ли, или чё, блин? Газ в пол держит пацан, уверенно, блин. Ну вот хочется большего. И я зажрался, объясни мне. Вот. Не, ну, конечно, ты привык там ездить, на дыбы вставать на машинах, блин. Саня касаешься. Блин, ну это же сток, Масяня. Ну и ничего не сделать с ней особо. Ой, Масяня, Блин, ну зато звучит как она, нет? Все равно, ну, ощущение в салоне, атмосфера тут бешеная. Да, классно. Кондею сейчас это. Блин, страшно. Страшно Тебе очень страшно? вообще. Как она на дороге? Масяня, по-братски. Все. Чего? Чего вы? Страшно. Какой? Отвечаю, страшно, братан. Страшно. Нет, ты же не шутишь? Нет, в смысле, сзади вообще тут жарко, Мне тоже пипец. очень жарко. Масяня, сейчас удобно. Масяня, блин, исполняет. Давай с ланча попробуем. Давай, ну она не хер... Вот сейчас А ты увидишь. разобрался? Ну давай, да. Да. Надо вот так, потом, вот сейчас она присядет. Старт-стоп. Ну, Масяня, блин. А чё он? Не, подожди, у тебя выключено? О, Оп, присел. А, Присел. нифига он так. Едем? Да. Да. Вот 3000 и... Нет. А, ну нет, да. Ямка Ну да, вот у нее нет какого-то прыжка прям. Нету прыжка, не да. хватает. Да, Но согласен. потом зато она едет, мне кажется, потом. Но в целом, вот, да, так погонять в пустыне, как будто... Да ё-моё, Масяня, блин. О, жесть вообще. Ненормально, она нормально едет вообще. Поставляет. Страшно. Масяня, блин. Эмоции дает, Да, самое очень главное, жестко. да? Ну, Самое конечно, главное, эмоции конечно. дает. Мне нравится все равно этот гул V12 в салоне. Сейчас Масюня. А, Масюня, да, все. Масяня и Масюня. Реально? Первый раз на Феррари? Так я тоже. Yes. Но Ну, я на Калифорнии ездил только. А я... здесь 700 сил, 725. но я ездила на 1300 сил. На чем? На М3. Какой? Зелененькая, арбузик, мы с На тобой гоняли. 1015. А, 1015? Да. Ну, все равно самое... 1300 пока там нет. Так, давай стабу, наверное, включим. Да. Да. Вот так, в спорте чисто. Так. Ну, Не, почувствовал лепесток, её, да? лепесток. Лепесток. Может, просто лепесток, да. А, Да. так. У тебя мануал сейчас. А, нифига лепесток. О, нифига себе, Масюня, блин. Сходу чисто Господь. Надо машину пройти. У вас семейная, я понял, вы машину на 200 прочувствуете, да, только?
Так аккуратненько не ездим сходу, да? В космос улетаем. Керамику сразу тестируешь, да? Блин, ну я подспотел, это хорошо. Ну да, тут, мне кажется, всех подспотели. Ну да, блин. Может, кондер включим? Он включен. Вот они дуют. Не, ну пипец вы, конечно, семейка. Не, ну она же на М3 гоняет. Ну да, да. Не, прикольно. Смотри, туда только не умею. Понятно. Сколько эти раз сплиттер тут стоит карбона? Блин, я что-то это... Да, да, Нормально да. себе адреналин, да? Как будто из душа вышел. Сейчас... Просто да. лепесток? Ага. Ну как вот, ну все равно кайфанули, ну взять такую, ну нет же. Ну нет, ну есть же. Это она буксует или? Да, она почему-то они перед- Офигеть. как-то, может реально передутые шины Как будто да. Перед буксует. и старт-стоп этот, который 300 раз выключаешь, но он все равно. Ладно, тут ага. Два лепестка это нейтралка. Еще раз. И там Ручник Где? слева. там. А, Ну вот неудобно на самом деле как. я поставила на ручник? Ну класс, спасибо. Фух, да, спасибо. Что-то не хочет открывать. Фотку сделать? Нормально она едет, брат. Масяня? Масяня пипец едет. Расскажи, ты уже знаешь. Давай, пару слов, брат. Ты уже шаришь. Ты скажи, что мы вот на парковке На парковке на треке Дубай Автодром. Хоро. Это Dodge Ram. SRT. Только сразу не говори его нюанс. Это пикап. Относительно взрослая тачка. Да. Купеха. Да. Говори, что я говорю. А что еще говорить? Там главное это мотор, брат. От чего он, брат? От Dodge Viper. Да. Вот такая необычная машина была в свое время. Пикапчик. Двухдверный, коротенький, маленький и с V10. Офигеть. Viper Power. Все дела. Dodge Ram. Порядочек. SRT 10. 10 почему? Потому что V10. Ну ё-моё, ты соберись, блин. Это банально. Ну согласен. Ну чё? Да ничего. Какие новости? Новостей нет. Не собрали? Вот говорят, выехали они на чуть-чуть. А, реально? Все-таки собрали. 10 кругов? 10 кругов ночью она проехала, и мотор в итоге, короче, понасрался. Ё-моё. Итого она проехала 3 часа и 10 кругов. Ну вот, голый кузов видно. С капотом, с обвесами и всеми, ну. Красиво получилась машина. Жалко, что она не доехала до финиша. Но, видимо, команда сделала все, что смогла. Осталось уже меньше часа. И, кстати, индийские болельщики до сих пор здесь. 6, полная трибуна. Интересно, они всю ночь сидели? Да не, я думаю, вряд ли. Я думаю, они менялись, отдыхали. Блин, жесть, не, ну молодцы. Да, классики. Далеко не все финишировали. Очень много сходов, очень много аварий. Поэтому я считаю, все, кто сейчас финиширует, они красавчики. И они, можно сказать,
финишировала, получается. Еле-еле, но доехал. С отрывом часов 16. Жесть. А они что, выиграли в своем классе, что ли? Они просто победители по жизни. А, да? Фанаты побежали. Пипец. Так, это они сейчас на нас все побегут. Алло. Пацаны, бежим. Нас сейчас задавят. Может, реально пойдем? Это, кстати, хороший шанс отсутствия. Да, пойдем. Блин, вот так бы всегда была трибуна не ради одного индийского гонщика, а чтоб люди реально болели, а как будто бы все эти кольцевые гонки никому нафиг не интересны. Ну что, у нас М4 в классе ГТ4 победитель. В классе, где Росса победитель Ламбо, это не Хуракан, какой-то другой Ламборгини. Не знаю почему, это один в один Хуракан, но он называется не Хуракан. Далее у нас что, 992. Вот они, 3 победителя. А, Сиатик выиграл в своем младшем классе, потому что все кайманы разбились, как я понял. Ну и вот самый жирный класс, победитель. М4 GT3 белая, рестайлинговая, на новой оптике уже. Также GT3R. А? Но это от температуры, потому что у нее выхлоп там. Тут представь, какой жар. Да. Они очень замученные, посмотри. Так, это 3-е место. 2-е место тоже Porsche. GT3R. Вот, смотри, какая она побитая. Малыши молодцы. Отбились, побились. Ну что? Ладно, фоткай. Мы это сделали, брат. Планировали отдыхать на трибунке, без камер. В этот раз давай не будем ставить себе цель в следующий раз пить пиво и не снимать. Может быть, тогда получится, потому что когда давай. Не проходит. Ну, согласен. Не, очень классно, конечно. Все молодцы. Всех поздравляю. Всех, кто финишировал, все чемпионы. Неважно, 1-й, 2-й, 10-й, 20-й. Главное, что ты прошел это испытание 24 часа. А что с ним делать вот так?